Здравствуйте, друзья! У нас прогноз на третью декаду ноября для знака зодиака Овен. Давайте посмотрим по всем сферам жизни, что ожидает представителей знака зодиака Овен в период с 20 по 30 ноября. Мы посмотрим сферу отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Получим советы от Таро и от оракулов. И в конце расклада у нас будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Овен, третья декада ноября. Что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в отношениях? Первая карта у кого не есть. Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Ваши перспективы. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней? И совет или предупреждение от Таро. Сюрприз, неожиданность, Овны, третья декада ноября. Смотрите, как сюрприз, неожиданность или на чем Ленорман хочет вам сделать акцент. Здесь карта говорит, что вы ждете каких-то новостей. Но ложится гора. Гора — это невозможность коммуникации, общения. Это невозможность до кого-то дозвониться, решить какой-то вопрос. Это может быть переписка или может быть телефонные разговоры. Потому что гора — это какая-то серьезная проблема или это блокировка. Также карта говорит, если вы тут собираетесь предпринять какие-то действия, может быть, рискованные, или как-то серьезно поменять свою жизнь, то пока у вас на пути слишком много преград. А если вы ждете каких-то документов, новостей, то не в эти 10 дней. Хорошо. В начале этих 10 дней у вас ложится пятерка мечей. Ну, это карта очень такого серьезного конфликта, разбирательства. Даже иногда войны. То есть тут летают мечи. Здесь могут быть и оскорбления, и нападки. В какой ипостаси вы защищаться вы будете, или вы будете на кого-то нападать. Совет предупреждения карта говорит, держите свои эмоции под контролем. В то же время не вижу я здесь никаких мечей, как бы карты все спокойные. Здесь может быть для тех, кто ищет работу, пятерка перешла в шестерку. Это может быть бесполезная трата времени. То есть вот суета, пустые хлопоты. Знаете, как раньше вот в старых колодах говорили. То есть вы предпринимаете массу усилий без результата. То тогда здесь шестерка ложится. Да, это карта или перемещения, или ищите в другой сфере деятельности. Не там, где вы до этого работали. Давайте мы пятерку уточним. Может быть, конечно, какой-то небольшой конфликт возникнет у вас в начале этих 10 дней. Тут еще может быть настрой ваш, да, вот желание кого-то наказать, отомстить. Вот, может быть, с кем-то даже поругаться. Давайте посмотрим. Ну, может быть, вы кого-то поймали на каком-то обмане. Конечно, семерка — это, знаете, когда какая-то возня подковерная у нас за спиной. Может такое быть. Это может быть и дома, и где-то на работе. У вас здесь маг лег. Маг — это может быть еще манипулятор. Семерка и пятерка мечей. Если карта говорит, вы реально кого-то поймали на том, что человек или обманывает, или как-то действует скрытно, то тогда по пятерке, да, нужно дать отпор. В другом вопросе, конечно, пятерка всегда говорит, что удовлетворение вам это все равно не принесет. Давайте мы все-таки вот мага уточним, потому что это именно конфликт из-за того, что вы кого-то
поймаете или столкнетесь с какими-то, может быть, манипуляциями за вашей спиной. Вот отношения или брак ложится маг. Да, может маг показывать, что мужчина очень в этих отношениях активен. Может быть, есть какие-то грандиозные планы по поводу ваших отношений, вашего дома, вашей семьи. Но еще здесь маг — это может быть не обязательно ваш возлюбленный или возлюбленная. Здесь все-таки совет предупреждения, карта Луны ложится. Карта Луны — это карта матери. Может быть, здесь какие-то неприятные отношения, например, с чьей-то мамой. Давайте уточним. Мага. Да. Кстати, вот очень похоже. У кого-то тоже в отношениях. По-моему, я делала на любовь. У кого-то тоже такие карты были, что вот человек использует, ну, например, мама манипулирует сыном там, или дочерью. И все это приводит к конфликтам. И вы не можете своей половинке раскрыть глаза на то, что человек просто манипулирует. И все это вносит в ваши отношения вот эту вот досаду, обиду. Это когда мы вообще не можем угодить. Что бы мы ни делали, это бесполезно. Просто одно то, что мы есть, вот как невестка или как зять, это уже вносит в отношении мамы и ребенка раздрай. Соперничество, конечно, соперничество и ревность. Тут может быть еще манипуляции ребенком, не так воспитываешь. Еще эти карты могут показывать, что вы планировали, например, планы у вас были, может быть, по поводу ремонта, строительства. Но, может быть, из-за того, что вот эти цены взлетели до нельзя, вы этот пока не смогли реализовать. Что у нас на дне-то? Старший аркан — звезда. Ой, у вас тут одни старшие арканы. О, ничего себе, влюбленные. Отшельник, мир. Угу. То знаете что, если реально вы с кем-то не можете жить вместе, значит, вот эта карта говорит, надо съезжать. Вот тут помощь от кого-то будет. Может быть, вам одобрят ипотеку, или вы возьмете там кредит, не знаю. Но карта говорит, тогда съезжайте. Почему вот здесь вот коммуникация, общение, как я сказала, стоит гора. То есть это человек между вами и собой выставил гору. Договориться вообще невозможно. Может быть, конечно, у вас и в отношениях это происходит. Здесь могут быть манипуляции ребенком, и вы не можете этот вопрос разрешить. Может быть, здесь, конечно, и какие-то измены были в браке. Война, обиды. Но то как бы таких уж крутых карт я не вижу. Да, может быть, была тайная связь. Может быть, вообще это была какая-то связь на сайте знакомств, может быть, это в интернете какая-то влюбленность. Так, давайте я вам совет посмотрю. Совет. Тройка пентаклей. Может быть, карта говорит, вам нужно самим повзрослеть, перевести ваши отношения на более зрелый, более спокойный уровень. Но пятерка, семерка, если это относится сюда, это какие-то манипуляции. Не знаю, конечно, тройка всегда это какая-то команда. То есть научиться договариваться, да, научиться разговаривать. Но если человек выставил гору, ну, с таким человеком тяжело договориться. Это абонент недоступен. Ну вот Паша сказал, или, да, съезжайте в отдельное жилье. Ну, если это возможно финансово. Ну, какая-то помощь будет в конце. Конечно, ее придется подождать. Хорошо, для тех, кто в поиске любви, тут смотрите, вот девятка, тут человек один сидит. Кому-то сейчас вообще комфортно наедине с собой. Может быть, вы наслаждаетесь свободой, вот этим одиночеством. Это вот поставить гору, вообще не желание с кем-либо коммуницировать.
Может быть, вы прошли вот через эти обманы, предательства, какие-то разбирательства, войну. И сейчас вам просто нужно восстановить свой, вот как я сказала в совет, восстановить свой эмоциональный фон. Но если вы готовы к новым отношениям, то карта говорит, что вы на пороге новой любви. Может быть, вас пригласят на какой-то праздник. Это может быть день рождения, юбилей, свадьба. Вот там вы можете познакомиться. И девятка говорит, что вы будете наслаждаться обществом друг друга, проводить много времени. Может быть, здесь приглашение будет на свидание, вечер при свечах. Но и эмоционально вам будет приятно с этим человеком. То есть вот звезда показывает стабильные отношения, завершение одного этапа, вот может быть отшельничество, да, и в вашу жизнь приходят влюбленные. Верховный жрец — это просто карта ожидания и восстановления вот баланса. Ну, давайте одну карту посмотрим. Да, у вас заканчивается один этап, и начинается следующий. Может быть, реально вы сейчас в процессе трансформации. То есть какая-то дверь у вас закрылась, какие-то отношения, брак закончились, но вот эта дверь уже приоткрылась. Так эти 10 дней... Да, вы знаете, можно познакомиться с рыцарем Пентаклей. Это или представитель земной стихии, телец, дева, козерог, или это человек-трудоголик. То у него работа на первом месте. У него, у нее... Да, мужчин мы не будем обижать. Но отношения будут очень спокойные, стабильные. Да, вы масть огня. А этот человек может даже показаться скучным, но он очень надежный. Он или она. Может быть, еще поездка, знакомство в какой-то поездке. Может быть, вы по работе куда-то поедете. Или человек, наоборот, приедет там, где вы находитесь. Но это не обязательно. Да. Так что тут только ваше желание. Хорошо, работа, бизнес у кого есть. Туз кубков. Но тузы у нас всегда говорят о каких-то новых начинаниях. Если вы на кого-то работаете, здесь могут быть какие-то радостные новости, может быть повышение в должности, продвижение по карьерной лестнице, может быть какая-то премия или похвала. Но еще это может быть, если вы на себя работаете, может быть какой-то крупный проект, заказ, или вы что-то начинаете, какое-то дело. Кубки — это всегда наше умение, талант. Это может быть еще стать звездой. Туз кубков и звезда — это себя показать, может быть, в интернете, там, может быть, вы поете, или какую-то музыку пишете, или, может быть, вы на сцене выступаете, может быть, вы делитесь какими-то своими знаниями. То есть карта говорит о славе, известности, о почете. Но, скорее всего, это какое-то новое дело для вас. Почему Луна, как совет предупреждения, может говорить о вдохновении, о творчестве? То есть, если вас сейчас тянет вот что-то начать, то карта говорит: начинайте. Но все-таки вот, если это связано с интернетом, вот какое-то препятствие будет в виде вот этих коммуникаций. Ну, например, начинаете вы что-то на Ютубе, да, какой-то там проект или канал, тяжело будет пробиться. Готовьтесь к тому, что все будет очень тяжело развиваться, потому что вы не одни. Чтобы вас увидели и признали, пройдут не месяцы, а то и года. Хорошо, для тех, кто в поиске, здесь или менять сферу деятельности, или куда-то уезжать. Может быть, работа связана с коммуникациями. Ой, с коммуникациями. Хотя да, у нас шестерка мечей, это ведь интернет. Может быть, это какие-то кул-центры. Или, может быть, работа связана с поездками, переездами, командировками. А в финансы здесь ложится умеренность. Ну, как бы все спокойно, все гармонично. Может быть, еще карта говорит ожидание чего-то, ожидание какой-то суммы. Кто-то, может быть, будет тратиться на здоровье, например. Или вот для тех, кто, например, занимается духовными практиками, ну, может быть, это трата на какие-то медитации, курсы. Также карта может показывать, что вы умеете перераспределять средства, даже если их не очень много.
В конце 10 дней у вас ложится шестерка пентаклей. Но в первую очередь это помощь. Также карта может говорить об вашем умении делиться деньгами с ближними, на вашу порядочность в финансовых делах, о помощи, поддержке, о щедрости и великодушии. Если вы сейчас хотите во что-то вложиться, например, там, в недвижимость или в работу, то карта говорит: да, удачное время, все это потом окупится и принесет вам доход. Если вы нуждаетесь, то попросите, вам обязательно помогут. Ну а если к вам кто-то обратится и вы в состоянии помочь, то помогите. Также это может быть получение подарка, или вы кому-то сделаете подарок. Еще может быть премия на работе, или вот кому-то, может быть, одобрят, например, кредит или ипотеку. Совет предупреждения: старший аркан Луна. Если есть в вашей жизни, что вас что-то пугает, то карты советуют взглянуть этому страху в глаза. Если вам сложно переступить какой-то порог, что-то начать, то постарайтесь сбалансировать свой эмоциональный фон. Но в первую очередь доверьте своей интуиции, и она вам обязательно укажет правильный путь. Ну и не бойтесь что-то начинать. Особенно если это что-то связано с творчеством. Хорошо, давайте мы еще получим советы для вас от оракулов. Так, совет от Веканского оракула для овнов. 3 декада ноября. Совет для овнов. Да, еще Луна, ведь предупреждение — это беременность. И если не планировали, то будьте аккуратнее. Так, совет для овнов. Это Самайн, карта сбора урожая. Сейчас. Ваши предки предлагают вам свое руководство. Будьте внимательны к неожиданным сообщениям во снах, случайным столкновениям с незнакомцами и к голосам, которые вы слышите в шуме ветра. В темноте нет ничего, чего бы вам следовало бояться. Хорошо, у нас еще совет королевы Луны, Овны, 3 декада ноября. Экшен. Экшен — это действие. Карта говорит: пришло время действовать. Выйдите сейчас из застоя, отпустите бремя, которое висит у вас гирями на ногах и не дает вам двигаться вперед. То есть избавьтесь от всего, что сдерживает вот это ваше движение. Будь то это какие-то негативные мысли, какие-то, может быть, привязки. Но и в то же время по этой карте не спешите. То есть двигайтесь вперед к своей цели, но шаг за шагом, не спеша. И давайте посмотрим маятник. Маятник, ответь, пожалуйста, овнам на 3 декаду ноября, на их запрос, да или нет. Ответ да. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии, ставьте пальчик вверх. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.